Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это случилось ранним утром, когда над лесом еще лежал туман. Поезд шел по расписанию, скорость около 90 км в час. Участок прямой, сигналов тревоги не было. Машинист не знал, что через пару минут может произойти трагедия, которую невозможно будет остановить. Неподалеку от железной дороги в лесу собирали грибы двое местных мужчин. Место было знакомое, там росли подберезовики, а утром особенно много. Один из них вдруг услышал странный звук, будто кто-то сдавленно скулил. Сперва он подумал, что это раненая собака, но, подойдя ближе к насыпи, он замер. Между рельсами, прямо на металлических шпалах, лежал волк. Он не рычал, не выл. Просто лежал, прижавшись к земле, с ушибленной лапой, зажатой между железными балками. Он пытался выбраться, но лапа застряла так, что любое движение причиняло боль. Мужчины переглянулись. До ближайшей станции было почти 10 километров. Связи не было. И самое страшное, по расписанию в эту сторону вот-вот должен был идти скорый поезд. Один из грибников побежал вдоль рельсов навстречу поезду, надеясь, что сможет подать сигнал. Второй остался с волком. Он знал, этот зверь может укусить, может сорваться, но сейчас это просто напуганное, загнанное существо. Он снял куртку и осторожно закрыл ею морду животного, чтобы тот не видел движений и не испугался еще сильнее. С трясущимися руками он начал пытаться освободить лапу. Металл был холодный, зацеп крепкий, но со временем ему удалось немного приподнять ее. Волк не выл, не дергался, будто понимал, что его спасают. А потом случилось то, чего они боялись больше всего. Сначала послышался гул, затем дрожание земли, потом оглушительный сигнал. Из-за поворота на полном ходу вылетел пассажирский поезд. Грибник, бежавший по путям, махал руками, курткой, кричал изо всех сил. Машинист увидел его и начал тормозить. Но расстояние было слишком коротким. Поезд шел быстро. Он продолжал ехать. Мужчина, оставшийся с волком, понимал, осталось меньше минуты. Он сорвал с себя ремень и подложил его под железку, сделал рычаг и рванул. Волк взвизгнул, но лапа освободилась. Животное отползло в сторону буквально за секунду до того, как мимо пронеслись вагоны. После поезда тишина, только ветер. Грибник сидел на земле, тяжело дыша. А волк стоял рядом, не убегал, смотрел пару секунд, а потом развернулся и медленно ушел в чащу. Эту историю позже рассказали в местных новостях. Ее подхватили сайты. Люди спорили, стоило ли рисковать ради дикого зверя. Но грибники сказали просто. Он не нападал, он не злился, он просто хотел жить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.